Всем привет, меня зовут Мила и добро пожаловать на мой канал. Наверняка вы все помните этого оленя, который мы делали своими руками, а сегодня мы будем делать зайца. Зайца из «Ну погоди». Я надеюсь, у меня все получится, это немного сложнее, но попробуем. Лекало я сделала сама и с вами, конечно же, поделюсь. Ссылочка вас ждет под видео в описании. В первую очередь нам нужно подготовить каркас деревяшки. Это мое любимое. Вот так выглядят мои первые наброски каркаса. Вот это вот у нас проволоки. А все остальное из дерева, и мы их подготовили. Они лежат как раз вот здесь вот. Сейчас подробно вам расскажу. Ушки у нас и руки будут из проволоки для того, чтобы можно было их сгибать, и они держали свою форму, а не вот так, что ты сгибаешь, она возвращается обратно. Нижняя часть каркаса будет более увесистая, чем верхняя, для того, чтобы конструкция наша стояла и не падала. Например, для ног я взяла именно потяжелее бруски и из них вырезала для того, чтобы именно они удерживали весь каркас. Эта деталь называется макушка головы. Вот каркас головы будет у нас. И на этой макушке мы сделали два отверстия. Это как раз будет для того, чтобы мы могли просунуть проволоку для ушек с этой и с этой стороны. Также деталь плечи, которая у нас будет вот так вот. Это у нас туловище. И здесь мы тоже сделали два отверстия для того, чтобы просунуть проволоку для рук. А все остальное вы увидите в процессе. Также мы будем использовать флис бежевый и белый. Вот они у меня здесь лежат. Белый флис и бежевый. Бежевый, кстати, у меня еще остались остатки с рождественского оленя. Соединяем выточки вот так вот. Теперь это откладываем и складываем лицом к лицу и соединяем. Теперь соединим носик. Выточку. Вот так вот у нас получилось. Выворачиваем. И теперь нам нужно пристрочить его вот сюда. А перед этим мы туда положим внутрь немного холофайбера, чтобы была выпуклость. Вот так вот получилось. Миленький такой носик. Теперь сделаем ротик. Для этого у нас есть вот такие вот детальки из футера и детали языка с кулирки тоненькой. Для начала соединим выточки языка. Нам нужно на нижнюю часть полости рта пришить язык. Вот так вот. И другую сторону. Теперь нам нужно, мы здесь вот прошили. Здесь прошили. И здесь оставили место по краям для того, чтобы туда забить холофайбер. Но до этого нам нужно соединить вот эту выточку. Но так, чтобы совместить эти красные края. Вышло. Теперь набиваем холофайбером.
Ткань хорошо тянется, поэтому набиваем плотно. Именно для языка я выбрала тонкую кулирку, которая хорошо тянется, для того, чтобы когда мы набиваем холофайбером, она будет пышненько стоять. Так, я думаю, достаточно, чтобы мы могли прошить на машинке. Теперь нам нужно соединить верхнюю часть полости рта и нижнюю часть. И прокладываем строчку. Получилось. Дальше нам нужно все это соединить с нижней частью головы. Видите, что получается? Красивенько. Но не забываем про зубы. Для того, чтобы зубы были плотненькие, я сделала из фетра 3 слоя. Сейчас мы прошьем белыми нитками вот так вот насквозь. И потом карандашом будем рисовать щель между зубов. Вот у нас получилось. Теперь выровняем. Вообще мне очень нравится, что получается. Теперь нам нужно пришить полость рта, соединить с головой и не забыть про зубы. Для этого вкладываем лицом к лицу и нужно будет прострочить вокруг. Вот такая красота у нас получилась. Мы займемся глазами. Нам нужно прочертить линию. И вот так. И сюда нам нужно пришить слой за слоем наши глаза. Теперь брови. И хоп, брови готовы. И теперь нам нужно соединить верхнюю и нижнюю часть головы. Для этого сложим их лицом к лицу и, ориентируясь этой линией, прошьем нижнюю часть головы. Это нужно делать аккуратно, никуда не спешить, чтобы у вас все получилось. Вот так вот у нас получилось. Теперь для того, чтобы когда мы будем набивать холофайбером рассыпчатым, полость рта не выходила вот сюда, вот так вот, его закрепим картонными деталями. Вырежем из картона по деталям полость рта. У меня это вот такая вот бумага плотная, крафтовая. Я ее сложу в 2 слоя. И соединять их мы будем малярным скотчем. Чтобы не распустились слои, сразу приклеиваю малярным скотчем. Теперь это нам нужно соединить малярным скотчем на эту часть. Получилось. Выточку тоже заклеить малярным скотчем. Готово. Еще нам нужно будет вот такой вот клей. Нам нужно всю полость приклеить. Должно получиться вот так вот. Приклеим так, чтобы потом мы могли сюда еще холофайбера набить. Поэтому если захватывает клей немного вот здесь, вот приклеивается, то обязательно его отклеивайте. Теперь мы немножечко вот так раздвигаем и приклеиваем верхнюю часть полости рта. Здесь вот прижимаем хорошенько. Видите, как получается? Вот этот подбородочек мы не заклеиваем, а заклеим вот сверху. Полость рта мы приклеили. Вот так вот у нас получилось. Кусочек флиса туда засунем. И нам нужно аккуратненько отрежем лишнее. И теперь нам нужно все это засунуть внутрь и заклеить. И подержим. Главное, чтобы немного приклеилось, а именно только вот это вот по этой линии. Держим. Посмотрите, какой подбородочек получается у нас. Я называла это подбородком, поэтому
Исправьте меня, если я неправильно назвала. И вот здесь. Ой, получилось просто супер. И теперь нам нужно соединить эти две детали. Вот я их сложила лицом к изнанке. Нам нужно соединить заднюю часть головы с передней частью головы. Мы соединим выточки, потом укладываем их лицом к изнанке и лицом к лицу передний с задним и прошиваем, оставляя вот здесь вот место для ушек. Вот так вот у нас получилось. Здесь мы оставили место для ушек. Через вот этот вот разрез аккуратненько все это вывернуть. Так. Вот у нас что получилось. Теперь нам нужно сделать усики и реснички. У меня остался вот такой вот провод. Он мягкий. Купала его в Леонардо. Мы из него, кстати, плели абажур для лампы напольной. Кстати, оставлю здесь ссылку, посмотрите обязательно. Мы из нее будем делать усики. Нам нужно проткнуть флис вот отсюда вот. Получилось. Теперь мы ее вытаскиваем в эту сторону. И здесь нам нужно сделать узел. Так. И продеваем. Для того, чтобы он вот так вот не шатался туда-сюда, вот так вот не висел, нам нужно его приклеить там внутри. Клеим. Вот такое вот острие сделала. И просовываем. Какой красивый! Теперь нам нужно установить каркас. Вот у нас макушка головы. Одно ухо я уже попробовала сделать, чтобы вам показать, как это получится. Другое сделаем вместе. Вот у нас проволока жесткая, длиной 44 сантиметра. Продеваем и сгибаем. Вот так вот. Вы можете накрутить так, как вам будет удобно. Так как проволока очень достаточно жесткая, просто руками это не получится сделать. Вот короткую часть мы накрутили, держится все крепко. И теперь нам нужно этот провод согнуть, придерживаясь такой же длины уха. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно макушку головы соединить с деталью головы. Шею я уже приклеила на клей, чтобы потом было удобнее ее просто присверлить к плечам. Для того, чтобы брусок не лопнул, мы обязательно просверлим. Вот такие они получились разные, но держит хорошо и макушка никуда не уходит. Посмотрите, какие получились ушки. Вау, такие миленькие. Я как раз очень хотела, чтобы такая была оправа. Первые ушки у меня получились вот такие вот. Этот метод мне не особо понравился, потому что, выглядит не очень. Сравните вот первые, которые были, и вторые. Разница, по-моему, большая. Вот это не подходит, вот эти идеальные. Для начала засунем немного холофайбера на макушку. Теперь нам нужно аккуратно просунуть наши уши в отверстие, которое мы оставили. Если что-то не проходит, мы немножечко будем сжимать проволоку. Теперь нам нужно сюда заполнить холофайбером. Заполнить нужно будет сейчас аккуратно переднюю часть головы. Только аккуратно, чтобы не повредить эту картонку. Реснички и усики мы потом подправим.
Мы зашили заднюю часть головы. Вы поняли, да, почему мы сделали здесь два слоя? Для того, чтобы немножечко формировать переднюю часть. И потом закрыть, чтобы швы не были видны. Чтобы здесь было все чистенько. Вот так вот у нас получилось. Теперь нам нужно пришить уши. Тайными стежками здесь все закрыть. Это у нас получились ножки. Теперь нам нужно туда засунуть каркас ноги. О, довольно легко засовывается, все прекрасно. Так, здесь вытаскиваем. И вот такие у нас ножки получились. Дальше. Приступим к туловищу. У нас вот такие вот есть две детали. Сейчас мы соединим выточки. Вот так. И прострочили. Вот так вот у нас получилось. И соединим их друг с другом. Мы сделали отверстие. Вот 3 отверстия для туловища и для ног по краям. И на туловище с 2 сторон тоже просверлили сразу. Теперь вкрутим саморез, соединим бедра с туловищем. Получился молоток. Тун-тун-тун. Вот так вот получилось. И на детали плечи тоже по центру сделаем так же, как и здесь, отверстие для того, чтобы соединить с туловищем. Где центр? Все на глаз, все на глаз. Я, которая ненавидит переделывать, и я, которая все делаю на глаз. Потрясающе. Соединим ножки к туловищу. Кстати, саморезы я использую длиной 4,5 сантиметра. Выкручиваем обратно. Я поспешила это все закрутить. Почему? Потому что туловище нужно было надеть на ноги. Вот у нас туловище. И нам нужно надеть все это дело на ноги, где мы как раз оставили место для них, не зашитым. Вытаскиваем все на эту сторону. И теперь, прежде чем соединить ноги с туловищем, нам нужно прошить потайным швом вот эту часть. Прошью и вернусь. Ну все, я вернулась. Я уже пришила ножки и уже крутилась обратно саморезы. Нужно потихонечку поднимать туловище. А перед тем, как мы совсем поднимем, мы немножечко сюда холофайбер забьем. Теперь поднимаем. Теперь наполним холофайбером углы, чтобы углы деревяшек не было видно. Немного набьем холофайбером. Теперь мы это отложим и займемся руками. Для этого мы возьмем 2 проволоки длиной 120 сантиметров, которые мы сложили пополам. Нам нужно продеть его. Будьте аккуратны, не пораньте себя. Возьмите плоскогубцы для того, чтобы было удобнее закрепить. Все, держится крепко. Теперь мы это все соединяем вот так.
И, как мне кажется, самое сложное сейчас делать из проволоки каркас пальцев. Нам нужно будет измерять примерную, ну я буду на глаз измерять, длину пальца и сгибать. Из одной вот проволоки у нас должны выйти 2 пальца, из другой проволоки еще 2 пальца, итого 4 штуки. К другому пальцу. Пожалуйста, только будьте аккуратны, потому что не прицеливайтесь себе в глаз, не втыкните никуда. Примерно вот так вот где-то должно получаться у нас. У нас получилось. Теперь вот это вот остатки нам нужно скрутить и оставим все это в центре. Вот примерно то, что должно получиться. Я пока что не знаю и не примеряла, получилось у нас вообще что-то интересное или нет. Или моя идея провалится сейчас. Посмотрим. Также я здесь на кончике пальцев немножечко уже засунула холофайбера. Ну что, просунем? Она, конечно, широкая здесь, но сейчас посмотрим, как получится у нас вообще. Если что, мы немного согнем. Хотя флис хорошо тянется. Держите кулачки за меня. По-моему, что-то выходит. И вот так вот получилось. Это вот набьем, посмотрим, как выйдет, чтобы, если что, сделать работу над ошибками. Именно поэтому, чтобы было набивать легко, я здесь оставила дырочку. Отсюда мы набьем нижнюю часть, и отсюда уже сверху остальное. Привет! Привет! Такой ты мимишная ручка, я не могу. Наша рука готова. По-моему, вышло неплохо, очень даже неплохо. Мы отпилили 3 сантиметра от детали туловища, потому что, как казалось, это все лишнее. Просверлить дырочку и соединить руки. Голову с шеей мы будем соединять к каркасу туловища вот на такие вот уголки с 2 сторон. Мы натянули ткань детали туловища из ткани из флиса и зашили от проволоки рукава до шеи. Ручными стежками зашили. Теперь нам нужно заполнить вот в этой части немножечко холофайбером, пальцем просунуть и соединить туловище потайным швом с шеей. Также соединить потайным стежком вручную рукава. Вот такой у нас заяц получился. Сейчас мы ему немножечко подрумяним щечки своими румянами. Как вам результат? Пишите обязательно в комментариях. Ставьте лайки. Мне очень важна и нужна ваша поддержка. Напоминаю, что лекала в ссылке в описании. Это, конечно, намного сложнее, чем сделать оленя, но таким образом, если мы будем по чуть-чуть тренироваться и практиковаться, каждым разом у нас будет получаться все лучше и лучше. И еще хотела бы напомнить, что зайца я тоже делала вместе с вами первый раз, поэтому те, кто думает, что у них не получится, обязательно получится. На самом деле, мне кажется, у меня немножечко что-то пошло не так с глазами. Можно было их сделать намного круче, но у меня получилось вот так, и это первый раз, ничего. Зато в следующий раз я буду обращать внимание на этот пункт еще больше, чем обычно. Ну а мы с вами прощаемся. Всех целуем. Пока-пока.